Надоели эти громкие и вонючие машины? Тогда это видео специально для вас, ведь сегодня я собрал топ-10 лучших электрокаров этого года. Ну а в конце вы узнаете, пожалуй, о самой лучшей машине из всех. Приятного просмотра. Я вот сижу и думаю, а действительно ли будущее за электромобилями? А ведь и правда, все они стоят как-то очень много. Да и с обслуживанием достаточно большие проблемы. Большинство моделей и вовсе избыточно мощные, что не особо-то и нужно в городе. И именно поэтому в моем топе есть этот автомобиль. Great Wall – китайская компания, которая уже давным-давно известна на рынке автомобилей. И вот, недавно, они выпустили очень интересную модель – Ora Black Cat. В чем ее отличительная особенность? По своей сути, это самая обычная малолитражка, только полностью электрическая. И в этом ее настоящая прелесть. У этой крохи только передний привод, компактные размеры, которые сравнимы с такими малютками, как Suzuki Swift, а значит, она просто идеально подойдет для города. Можно припарковаться куда угодно. Но самое интересное то, что ее запас хода идеально подходит для города. От 300 до 400 километров. А в городе то большего и не нужно. Как и большая скорость. Конечно, весело гонять на быстрых машинах, но это очень небезопасно. Но зато с ней вы не получите большого количества штрафов. Ну и самое главное, стоит это чудо совсем немного. Конечно, если вы не захотите максимальной комплектации, цены варьируются от 1,5 до 10 миллионов рублей. И я уверен, для людей, которым важен комфорт и удобство в городе, эта тачка подойдет идеально. Ну а если вы любитель более крутых и ярких машин, то стоит приглянуться к уже настоящей классике электромобилей Tesla Model 3. Правда, я не думаю, что она удивит кого-либо в потоке, как следующие машины в моем топе. Но все-таки, надо рассказать про нее немного подробнее. По сути, именно с этого автомобиля и зародилась мода на электрокары. Запас хода свыше 400 километров, хорошая динамика, неплохая батарея. Эта тачка идеальна для тех, кто живет за городом. Почему? Да потому что это самый обычный семейный автомобиль. В ней можно перевезти нужные вам вещи, да и по трассе она будет ехать весьма резво. Все-таки максималка свыше 200 км в час позволит с комфортом добраться до пункта назначения. Да и заряжается она быстро. В общем, реально годный аппарат. Лично мне нравится ее минималистичный салон. А еще то, что в ней есть предустановленные игры. Дети точно оценят. Но вы можете возразить, что все эти электрокары полная туфта, и привести, к примеру, то, что на них не заедешь на бездорожье. Но не тут-то было, друзья. Ведь уже давным-давно созданы полноценные внедорожники. Взять, к примеру, знаменитый Ford F-150, правда с припиской Lightning. Это полноценный пикап, который создан для бездорожья. На нем хоть в лес, хоть по дрова. Огромная батарея с запасом хода свыше 500 километров просто поражает. Да и мощность у него очень большая. Ну а главное, проходимость. Она тут, как и у всей линейки Фордов, 150 на уровне. Более того, с такой тачкой вы можете вполне легко тягать за собой огромные прицепы. В общем, идеальная тачка для выезда на природу, например, с вашей собственной яхтой. А она у вас наверняка будет, ведь эта машина стоит весьма недурно. Лично мне кажется, что это и есть главный минус этого пикапа. Хотя можно отметить, что она весьма демократичная, особенно исходя из ценовой политики этой же модели, но на двигателях внутреннего сгорания. Ведь стоит такая малышка в максимальной комплектации около 8 миллионов рублей, когда такой же монстр, но на бензине, обошелся бы вам в 10, а то и 15 миллионов. Вот вам и разница. Правда, в некоторых странах подобную машину будет очень трудно найти. Но, как мне кажется, в наше время это далеко не главная проблема. Так, а что у меня дальше по списку? Пожалуй, пора перейти к большой немецкой троице. И начну я с ВАГ-группы. Почему именно с них? Да потому что это эталон машиностроения в наше время. Ведь достаточно оглянуться вокруг, и вы поймете, что половина всего потока автомобилей – это тачки из ВАГа.
Ну а кто у нас в этой крупной компании считается одним из самых качественных? Конечно же, Audi. Да-да, они тоже не остались на темной стороне и перешли на электромобили. Ведь у Audi есть своя собственная линейка и Tron. Это линейка электрокаров, правда, моделей там немало. Но я бы хотел выделить их общее достоинство – качество сборки. Вот реально, назовите хоть одну компанию, которая настолько круто делает свои машины. Да таких нет. Любая модель Audi и Tron сделана на высшем уровне. У них есть все. И приятная динамика, и большая батарея, и неплохая максимальная скорость. Вот, возьмем, к примеру, Q8. Это модель премиального качества. В ней есть буквально все, что нужно настоящему бизнесмену. А тот комфорт, что дарит электродвигатели. Тишина и спокойствие. Правда, стоят эти машины весьма недурно. Около 10 миллионов рублей. Но, как мне кажется, лучше переплатить за немецкий бренд и получить наивысшее качество, чем гонять на Тесле, которая славится своей не очень хорошей сборкой. Но что делать, если того комфорта, что может дать Audi, вам не хватает? Перейти к другим производителям немецких автомобилей? Или может и вовсе присмотреться к другим брендам? На самом деле я бы тут отдал предпочтение второму варианту. А все потому, что недавно рынок электрокаров был буквально взорван новинками из Китая. Вот возьмем, к примеру, новейший Zeekr 009. Это же просто шедевр. И я сейчас нисколько не приукрашиваю. Была бы у меня возможность прокатиться на такой машине, я был бы на 7-м небе от счастья. Почему? Да потому что это настоящий бизнес-минивэн. Он с завода создан так, чтобы вам было максимально комфортно. Крайне качественный салон, всего 2 сидения, прямо как в бизнес-классе самолета, и очень крутые характеристики. Представьте, эта тачка может с легкостью проехать свыше 500 километров на одном заряде. А еще вам не стоит переживать, что вы будете тащиться за кем-то. Мощность этого минивэна настолько огромная, что она спокойно объедет 2/3 потока. И все это с таким элегантным комфортом, что с ума сойти можно. Лично мне очень импонирует этот автомобиль. И ведь теперь нельзя с уверенностью сказать, что немецкий автопром на первом месте. Ведь именно китайцы сейчас бьют рекорды по продажам. И в особенности Zeekr. Но давайте вернемся к этой марке чуть позже. Почему позже? Да потому что на сцену выходит топ китайского рынка. Li L9. Эта машина бьет все рекорды продаж в Китае, и вполне возможно, именно она должна захватить весь рынок автомобилей. Правда, эта тачка не совсем электрическая, хотя, на мой взгляд, это к лучшему. Но почему я включил ее в топ? Да потому что эта тачка обладает гибридной установкой. Что это значит? Да то, что в ней есть все преимущества обоих вариантов исполнения автомобилей. Li L9 можно заправить где угодно или просто зарядить прямо у себя дома, сэкономив кучу денег. А главное, она не превратится в кирпич на трассе, ведь в ней есть простецкий ДВС, который вытянет ее в любой ситуации. Так что дальность хода, можно сказать, бесконечная. А вот динамика, у нее все так же на высоте. Но ведь не в этом счастье. Самое крутое, что есть у L9, так это ее потрясающий салон. Это самый настоящий Майбах в форме кроссовера. Тихий, динамичный и очень комфортный. Кстати, ДВС запускается крайне редко. Ну а если он это и делает, то так тихо, что вы и не заметите. Так что вам не стоит переживать, что это как-то навредит вашему комфорту. И лично мне нравится именно гибридная установка в этой машине. Кто знает, быть может, именно за подобной компоновкой будущее. Но давайте мы с вами вернемся к настоящим электрокарам. И тут я бы хотел рассказать вам об еще одной очень маленькой, но очень крутой машине. И про этот бренд я вам уже рассказывал, ведь речь идет про Zeekr X. Согласитесь, выглядит она весьма неплохо. Хотя многим моим знакомым она кажется нелепой. Да и среди автолюбителей про эту машину довольно мало говорят. А зря. Эта малышка отжигает «Будь здоров». Ее динамика очень уж крутая и сравнима с некоторыми спортивными авто. Конечно, в городе это не очень то пригодится. А вот на трассе скорость точно не будет лишней. И не стоит пугаться выезжать на нее, ведь дальность хода у X свыше 500 километров.
Это вам немедленный и крохотный Great Wall из начала моего топа. Ну и главное, у нее очень интересный салон, ведь в нем все на высшем уровне технологий. Вот захочет ваш ребенок посмотреть мультики, пока вы везете его в школу. Сделать это можно почти в любой современной тачке. Но только в Zeekr X вы сможете пододвинуть ему монитор. Это же гениально! Да и вообще фишек целый отдельный видеоролик. Так что если вы захотите такой, то пишите в комментариях. Кстати, стоит эта кроха весьма демократично. Купить ее вы сможете в районе 5 миллионов рублей. Ну а я, пожалуй, перейду к лучшей троице из моего списка. И на третьем месте у меня расположился тяжелый немецкий люкс. Все вы знаете знаменитую марку Porsche. Так вот, у них тоже есть электрокары, и я говорю сейчас про Taycan. И я хочу отдать должное дизайнерам Porsche. Эта машина – нечто. Лично мне всегда нравился этот автопроизводитель за счет своего внешнего вида, но давайте уберем субъективные взгляды в сторону. Эта машина – настоящий люксовый спорткар. Почему я его таким считаю? Да потому что у нее слишком уж хорошие показатели разгона, да и максималка очень высокая. Вы сможете легко соревноваться со всякими заряженными версиями бензиновых автомобилей из той же Германии. И все это вкупе с реально качественным салоном. Ведь в Porsche все бескомпромиссно. Отличный дизайн вкупе с топовыми материалами. Именно то, что мне нравится в этой марке. Правда, есть у этой машины несколько весомых проблем. Во-первых, вы 100% будете на ней гонять. Иначе зачем вам такая мощность? А значит, ваша батарея будет быстро тратиться. И это при том, что запас хода не превышает реальных 400 километров. Во-вторых, это ее цена. Новый автомобиль обойдется миллионов так в 15. А это очень уж много. Да и как мне кажется, вам не удастся удивить кого-то в потоке таким автомобилем. Ведь второе место занял реально поразительный аппарат. Вот представьте, вы едете себе по дороге, а мимо вас пролетает какой-то невообразимый автомобиль. Дизайн просто не поддается простому объяснению, ведь это что-то из фильмов про будущее. Вы с трудом можете за ней угнаться, а когда она останавливается на светофоре, то вы видите, как водитель передает вам привет, прямо на своем бампере. Не удивляйтесь, ведь это Hype Hi-Z, который точно так же приехал из Поднебесной. Это, пожалуй, самый дерзкий электрокар из всех, что я когда-либо видел. Хотите удивить своих друзей-миллионеров? Тогда вам точно стоит взять именно эту тачку. Что уж там эти экраны в заднем бампере. Вы как минимум удивите всех одними дверьми, которые открываются прямо как в Роллс-Ройсе. А сам салон, как будто в мир киберпанка попал. Везде экраны, камеры и крайне футуристичный дизайн. Эта тачка – настоящий аппарат инопланетян. Но что там насчет ее характеристик? Динамика на уровне спортивных автомобилей, дальность хода выше, чем у Porsche километров так на 200. Правда, максималка не такая уж интересная. Но я не думаю, что на такой машине нужно гонять. Ей нужно наслаждаться, медленно передвигаясь по городу и собирая взгляды прохожих. Правда, такое удовольствие обойдется недешево, ведь стоит такая тачка из салона примерно 13 миллионов. А что вы хотели? За открытые рты ваших друзей и взгляды всех прохожих нужно платить. Но пора бы мне перейти к первому месту. И это, пожалуй, лучший электрокар, по моему личному мнению. Zeekr 001. Почему именно она? Смотрите. Во-первых, у нее весьма интересный дизайн. Конечно, он не сравнится с предыдущей машиной, да и Porsche выглядит, как по мне, интереснее. Но она тоже собирает взгляды. Во-вторых, она очень комфортная, тихая, вместительная, с огромной панорамной крышей. Еще и двери сами открываются. В-третьих, достойные характеристики. И тут нужно остановиться подробнее. 001 обладает поистине большим запасом хода. Производитель заявляет о дальности свыше 1000 километров. Правда, в реальной эксплуатации это будет около 700. Но даже так, это чудо для электрокаров. Плюс ко всему, динамика у нее весьма недурная. Она сможет посоревноваться со спорткарами. И все это с очень неплохим комфортом. Салон, произведение искусства и минимализма. Лично я прокатился в такой машине и остался в восторге. Но самое удобное – это то, что двери открываются сами. Это просто нечто.
И давайте перейдем к четвертому, самому весомому преимуществу. Эта тачка стоит 6 миллионов рублей. Да, за топовые характеристики не придется платить много. Вернее как, есть модели и дешевле, но они и хуже по всем параметрам. А за такую же сумму вы вряд ли найдете электрокар интереснее. Именно поэтому, из-за цены, качества, я и поставил эту машину на первую строчку своего рейтинга. А как вам моя подборка? Делитесь своими мыслями в комментариях. Лично меня поражает то, с каким хладнокровием и профессионализмом подходят к созданию своих автомобилей китайцы. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании, и спасибо вам за внимание.